Приветствую вас, друзья! Меня зовут Марьяна, и вы на канале «Вкусная еда». Предлагаю вашему вниманию роскошный на вид и не менее вкусный традиционный десерт американской кухни – торт «Красный бархат». Торт получается очень мягким и влажным внутри, с превосходным и слегка уловимым шоколадным вкусом. А сочетание сливочного крема делает его просто неотразимым десертом. Идеальный торт ко дню всех влюбленных, для дня рождения или особых случаев. За день до сборки торта готовим кексовый бисквит «Красный бархат». Все продукты для бисквита должны быть комнатной температуры. Включаем духовку и разогреваем ее до 175 градусов. В миске соединяем муку, кукурузный крахмал, алкализированный какао-порошок, разрыхлитель теста, пищевую соду и мелкую соль. Просеиваем сухие ингредиенты через сито, затем хорошо перемешиваем венчиком и откладываем в сторону. В небольшой посуде соединяем белый винный уксус, можно заменить на яблочный. Добавляем красный пищевой краситель, у меня гелевый, Americolor ярко-красный. Тщательно перемешиваем и откладываем в сторону. В другой миске соединяем сливочное масло комнатной температуры и сахар. Взбиваем масло с сахаром около 2-3 минут. Масса будет немного неоднородная и комочками, не волнуйтесь, это нормально. Понемногу вливаем растительное масло и взбиваем до объединения продуктов. Не прекращая взбивания, добавляем по одному яйцу, также комнатной температуры. Каждый раз хорошо взбиваем смесь после каждого добавления яиц. Во взбитую смесь вливаем кефир комнатной температуры, добавляем ванильный экстракт и тщательно взбиваем до однородности. Добавляем смесь красного пищевого красителя и уксуса и также хорошо взбиваем до однородной массы. Если вас не устраивает цвет массы, при необходимости можете добавить еще немного красителя, пока не получите желаемый цвет. Частями добавляем смесь сухих ингредиентов и также хорошо взбиваем до объединения продуктов и однородной массы. 3 круглые формы диаметром 20 см затягиваем дно фольгой, выкладываем бисквитное тесто по формам и равномерно распределяем по всей поверхности. Выпекаем бисквиты в разогретой до 175 градусов духовке около 25-30 минут. Выпекать все тесто сразу одним коржом не рекомендую. Есть большая вероятность, что такой объем теста просто не пропечется и будет сырым внутри. Вы можете выпекать поочередно. Сначала 2 бисквита, затем 3. Готовность бисквитов проверяем деревянной шпажкой, вставленной в центр. Она должна выходить абсолютно сухой. Вынимаем бисквитные коржи из духовки и оставляем на столе в форме на 10 минут. Затем аккуратно проводим тонким ножом по стенкам каждой формы и извлекаем коржи из нее. Оставляем еще теплые бисквитные коржи на решетке до полного остывания. Когда бисквиты полностью остынут, заворачиваем их в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 3-4 часа. За это время бисквиты немного уплотнятся, таким образом достигнут нужной нам текстуры. Готовим крем-чиз на сливках. Сливочный сыр и сливки должны быть хорошо охлажденными. Венчики миксера и миску, в которой будете взбивать сливки, поставьте в морозильную камеру на 20-30 минут перед началом приготовления крема. В чашу миксера или в глубокую миску выливаем холодные сливки и взбиваем. Сливки начинаем взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно увеличивая по мере необходимости. Постепенно добавляем сахарную пудру и продолжаем взбивать сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Частями добавляем холодный сливочный сыр маскарпоне и на низкой скорости миксера не взбиваем, а просто хорошо размешиваем до однородной массы. Вот такой густой крем у меня получился. У каждого бисквита срезаем запеченный верх, который образовался при выпечке. При помощи металлического кольца диаметром 18 см вырезаем бисквит, чтобы избавиться от коричневых краев. Вы можете этого не делать, если готовите торт для себя. Бисквитная крошка и обрезки нам понадобятся, чтобы украсить торт «Красный бархат» в качестве декоративной отделки. Обрезанные кусочки бисквита выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки.
и отправляем в разогретую до 100-120 градусов духовку на 40-50 минут. Подсушенную бисквитную крошку полностью охлаждаем, затем перекладываем в блендер и измельчаем до состояния мелкой крошки. Украшение для торта готово. Собираем торт «Красный бархат». На подходящее блюдо для торта или подложку наносим немного крема, чтобы закрепить нижний слой торта. Выкладываем первый бисквитный корж и немного прижимаем, для того, чтобы он приклеился к крему на подложке и не скользил по ней. Собирать торт я буду в разъемном кольце. При таком способе сборки торт получится с ровными краями и не будет перекошен. Сверху на блюдо ставим разъемное кондитерское кольцо такого же диаметра, как и бисквит. Края разъемной формы прокладываем ацетатной пленкой и сжимаем форму вплотную к бисквиту. Сливочно-сырный крем взвешиваем и делим на 3 одинаковые части. Для удобства крем выкладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Таким образом слой крема на торте везде будет одинаковым. По кругу наносим на бисквит слой крема при помощи кондитерского мешка с круглой насадкой. Затем хорошо разравниваем крем шпателем по всей поверхности формы. Кстати, пропитывать этот бисквит не нужно, так как он достаточно влажный сам по себе. Сверху на крем выкладываем второй бисквит и немного придавливаем. Покрываем бисквит второй частью крема и хорошо распределяем шпателем или лопаткой по всей поверхности торта. Выкладываем верхний, третий бисквит на торт, обрезанный стороной вниз, и немного прижимаем. Снимаем разъемное кольцо, в котором мы собирали торт. Оно нам больше не нужно. Затем аккуратно удаляем бортик из ацетатной пленки. Покрываем торт сверху и по бокам очень тонким слоем крема. То есть делаем черновое выравнивание, чтобы бисквитные крошки склеились и не попали в финишное покрытие. Убираем торт в холодильник минимум на 30-40 минут. Через указанное время достаем торт из холодильника. При помощи кондитерского мешка с круглой насадкой по кругу торта до самого верха наносим оставшуюся часть крема. Равномерно распределяем крем по верхушке и бокам торта. Аккуратно разравниваем большим шпателем вертикально вдоль боковой поверхности. Сильно не нажимаем, просто стараемся много крема не снимать. Если образовались пустоты или сняли слишком много крема, добавляем в то место, где нужно. Выравниваем торт до получения идеального результата. Убираем торт еще раз в холодильник на 1 час. Нужно, чтобы финальный крем немного застыл и стал плотным. Иначе на поверхности останутся следы от рук, когда вы будете украшать торт декором. Когда торт хорошо охладился, можем приступать к его украшению. Ставим торт вместе с подложкой на противень и обсыпаем заранее подготовленной и измельченной бисквитной крошкой. Сначала декорируем верх торта, затем опускаемся ниже и аккуратно наносим бисквитный декор по всему кругу торта. А излишки аккуратно удаляем с помощью кисточки. Вот такое красивое красное бархатное покрытие торта мы получили. Верх торта украшаем оставшимся кремом при помощи кондитерского мешка с фигурной насадкой или по своему вкусу и желанию. Убираем торт в холодильник на 4-5 часов для пропитки. Готовый торт нарезаем на порционные кусочки и наслаждаемся безумно вкусным бархатно-нежным десертом. Торт «Красный бархат» готов. Приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.